Zombie apocalypse. Всем привет, дорогие друзья, с вами это Неоки, это Нео Гейминг. Сегодня у нас очередное видео по Gloomhaven. Перед последнее, скорее всего, по левелинг гайду на классы. До выхода Jobs to the Line, я думаю, мы успеем. Там будет, опять же, 4 новых класса, добавятся сценарии, компании, айтемы. Поедем с нуля максимальную сложность компанию на плюс 3. На 3 платформах будем стримить YouTube, Twitch, Trovo. Скорее всего, буду выкладывать записи на YouTube с прохождения каждого сценария отдельно, по новой, чтобы было отчетливо понятно, что я делаю, или как я прохожу, или как хотелось бы мне пройти, потому что не факт, что с первого раза все получится, потому что максимальная сложность подразумевает, что поначалу будет очень тяжело. То есть даже на плюс 2 я поначалу несколько раз вайпался, потому что нужно было хотя бы 1-2 левела взять, чтобы взять получше карты и уже потом пойти, да? Взять получше карты, закупиться снаряжением, то есть и так далее. На плюс 3, я думаю, будет еще сложнее и еще требовательнее. То есть на плюс 2 я практически карты не грейдил. Практически очень мало загрейдил по факту. Хотя если их есть такие карты, которые загрейдить, даже первого уровня, они становятся прям супер имба. Особенно с какие-то дефовые, типа с щитом, да. Их если загрейдить, то там ну очень сильно. Но это требуется время для этого. И опять же, специфика Gloomhaven такая, что грейдишь-то грейдишь, а потом персонаж уходит, ты выполняешь личное задание и, как говорится, денег-то тебе никто не вернет. Золото, то, что ты загрейдил. Поэтому такая вот специфика игры. Поехали, у нас сегодня Элементалист и Обрекающий, 2 РДД класса, да, осталось. У нас плюс призывающую отдельно разберем. Не сказать, чтобы она там прям супер сложнее или что, просто, ну, 3 за раз будет очень долгое видео. Давайте сделаем 2, уже как по традиции стало. Элементалист и Обрекающий, 2 рейнджевика, то есть 2 класса дальнего боя. Элементалист, как пишут, видите, сложность очень высокая, я в каком-то плане согласен. Потому что нужно выбирать... Можно сделать универсала, в принципе, по всем стихиям, да, по чуть-чуть. Можно сделать конкретно там 2, допустим, да. Одну вряд ли получится, потому что у него много скиллов, там по 2, по 3 стихии поднимают. Некоторые все стихии поднимают. А вот если так более специализированно, то вот на 2 стихии можно его прям заточить серьезно. Обрекающий чуть-чуть попроще. Чуть-чуть попроще, больше урона в соло-цель, есть компаньоны, классная механика с метками, которая позволяет наносить огромное количество урона по каким-нибудь боссам, по элиткам, которые тяжело забрать. Оба персонажа, понятно, из-за того, что они дальний бой, они не сильны в ближнем бою, не обладают большим количеством здоровья, и поэтому нужно их беречь, охранять, поэтому с вами в пати должны быть танки, милишники или суппорты, которые подхилят их. Поехали. Давайте начнем. Элементалист, да, выбираем. Что у нас тут? Допустим, там маг, пускай будет. Поехали. Там квест, бам, бам. Так, вот такой вот у нас парень, да, значок у него такой треугольничек. Поехали, смотрим карты. 10 карт снаряжено, доступно 13.
Давайте все, как говорится, вот так вот обратное выделение сделаем и смотрим, да. В основном у элементалиста карты такой средней инициативы, так 30, 40, там 50. То есть нет карт очень высокой инициативы, то есть ниже 10, и нет карт очень маленькой инициативы, там больше 80, там, то есть пока что в стартовом пуле карт. Смотрим. Грубое улучшение. Атака 1, дальность 3, верхнее действие. Улучшается огнем, улучшается ветром. То есть потенциально очень много урона. Но опять же, на первом уровне где ты это возьмешь? Где ты это возьмешь? Тяжело, да? Движение 3. И можно опять же загрейдить, то есть плюс 7. Еще плюс получить опыт. Интересная карта. Пока что пропустим. Аналогичная карта. Чистое усиление, только разные стихии. Видите? Здесь огонь, воздух, лед, земля. Здесь земля, лед, огонь, воздух. То есть зеркалка идет. Бесформенная сила. Атака 2, дальность 2. Любую стихию отменяем. Плюс 1 атака и плюс 1 дальность. И еще раз одну стихию отменяем. Плюс 1 атака, плюс 1 дальность. Один раз за каждую вашу способность атаки можете использовать отмена стихии, чтобы добавить плюс 1 ко всем атакам данной способности. Вот эта карта хорошая, эту берем. Эту карту берем, то есть здесь любая стихия, то есть делаем универсала. Как я делал универсала, плюс-минус старался, да. Здесь у нас атака 1, дальность 3. Если мы отменяем огонь плюс 2, оглушение, оттолкаем, еще цели 2, то есть все стихии можем задействовать в конце вашего в конце вашего хода вы можете повысить заряд любой стихии. Вы читаете одну атаку из всех ваших атак. То есть мы жертвуем одной атакой ради того, чтобы поднимать каждый ход стихию. Не брал я эту карту ни разу, точнее, не играл я нижнюю способность. Может быть, в каких-то вариантах оно пригодится. Я их не использовал. Честно вам скажу. Поэтому пропустим пока. Вот атака 2, дальность 3, оглушение. Движение 2, огонь. Хорошая инициатива. Берем оглушение потенциально. Тоже неплохо. Дрожащий циклон. Атака 1, дальность 3. Плюс 1 атака. Толкаем. Движение 2. Пока подождем. Карта неплохая. Смотрим здесь. Атака 4. Цели все враги, находящиеся непосредственно на расстоянии. Дальность 2. То есть ауешка на первом уровне, которая бьет всех по 4. Ну, это как бы must have. Эту карту всегда рекомендую брать. То есть можно на 6 всех валить. И карта с высокой инициативой прям очень сильная. Да, конечно, одноразовая, но, как говорится, есть средства возврата карт на руку у того же Тинкера и так далее. Можно ее вернуть, чтобы зауешить еще раз. На самом деле несложные условия. Можно подгадать, чтобы хотя бы там 3 человека этой картой задеть. Дальше. Извержение. Атака 1 цели. Все враги в пределе дальность 4. Движение 2. То есть, а здесь обратная история. Ауешка, которая бьет по единичке. С большой дальностью. Очень большой, но мало атаки, да? Пока что придержим. Ледяные шипы. Атака 1, дальность 3. Атака 5, дальность 3. Паралич внизу. То есть поднимаем постоянно стихии. Там опыт. Здесь 3 цели. Но на 1 урона. Отменяем огонь. Плюс 1 атака рано. Сейчас. Можно еще что-нибудь попробовать. Атака 3 цели. 2 и пробой, если мы отменили землю. Атака 3, дальность 3. Притянуть. Подняли. Огонь и ветер и лед. Хорошая способность внизу, однозначно. Плюс потенциально крутая способность вверху. Пробой. Пробой это всегда хорошо. Здесь у нас атака 0. И опять же, каждая стихия дает атака рана, атака паралич, атака цель, атака отравление.
И также самое движение. Там прыжок, щит, лечение, движение. То есть универсальная карта. Изменчивая реакция. Пока что придержу. Яркая вспышка. Хил не понадобится. Невидимость. Цель 1, союзник предела дальности 3. Движение. В этом раунде все атаки придется. Дефовая карта. Дефовая карта. Если в пати нет хиллера, и вы играете там на 2, допустим, человека, эта карта обязательная, мне кажется. Это обязательная карта. Если в пати, опять же, есть хиллер, есть танк, не обязательно. Но карта хорошая, карта супер классная, и нижние действия, и верхние действия очень крутые, и помогают прям... Я играл на 4 человек, опять же, я эту карту не использовал, потому что было кому танчить, было кому получать урон. Итого, что мы имеем? Ввиду того, что как бы все не так просто, да, давайте возьмем вот эту ауешку. Давайте все-таки эту ауешку возьмем. И эту ауешку возьмем, да. То есть эту карту я не хочу брать. Нам нужно поднять огонь. Поднять огонь. У нас и так уже карты с поднятием огня мы уже взяли. Ну, и здесь надо выбрать какую-то из этих карт, да. Какую-то из этих карт. Чего здесь больше? Здесь у нас поднятие огня. Ага, то есть каждую стихия поднимается, да. Льда больше поднимается, да. По... Одинаково, в принципе. Здесь что-то. Это все, это вообще без разницы. Можно боя взять карты и не париться. Сколько у нас еще? 9. Давайте возьмем деф-карту пока что. Хорошая история. Реакцию не буду брать. Поехали дальше. На второй уровень. Атака 2. В мили, да. Движение 4. Ответный удар 2. Дальность 2. Кристаллизация. Движение 4. Щит на себя. Кристаллизация хорошая карта. Жалко, что она не грейдится... не грейдится, да? То есть она... А нет, она грейдится. Здесь просто стертая. Здесь просто не видно. Она грейдится. На единичку атаки она может загрейдиться. Тогда однозначно берем кристаллизацию вместо, допустим, одной из этих карт. Вместо одной из этих карт берем кристаллизацию. Дальше. Уровень 3. Атака 4, дальность 4. Атака 1, паралич. Земля, проклятие. Атака 3, дальность... Вот это сильная очень карта. Цепь молнии. Атака X равно 4, дальность 3. X минус 1. Цель другой враг в пределах дальности 2 от первой цели. Третий враг в пределах дальности 2 второй цели. Ну, что я могу вам сказать? Я не заморачивался. Карта сильная, да, цепнуха. Это всегда круто. Это прям всегда круто. Но я с ней не заморачивался. Без нее хватает. Без нее хватает. То есть расчеты очень не самые простые для новичков. Я поэтому для новичков эту карту вообще не советую. Я не советую карту для новичков. Если вы знаете, как ее использовать, берите. Она прям много дамажит. Если нет, я ее не брал. Я брал вот этот вот погребение. Погребение очень крутая карта. Нижняя атака прям больно. Верхняя атака тоже больно. Возьмем мы ее вместо, допустим... Вместо чего мы ее возьмем? Тут можно вместо этой карты взять. Вот так, да. Уровень 4. Атака 5, дальность 4, цели 2. Опять же, поднимаем стихии, лед, огонь. Здесь мы поднимаем стихии солнце и ночь.
Атака 2, цели все враги на соседних клетках. Милишная, поднимаем огонь и лед. Какой огонь и лед? Земля, воздух. Добыча 1, добыча 2. Вместо... Я брал вот это, если я не ошибаюсь. Базовый дуализм. Добычу не уважаю. Как бы... Опять же, если вы играете в сол, в кооп-компании, где каждый сам за себя, и вы жадничаете, добыча как ваша цель, потому что денег приносит много, плюс деньги нужны на все. Но я предпочитаю ногами наступать на кучки золота. Так что дуализм хорошо. И вместо... Можно вместо вот этой ауешки, да? Вместо извержения попробовать. Так. Дальше. Атака 2, дальность 3, цели 2, плюс 3 атаки можно дать, если отменить землю и огонь. Щит на себя, подняли лед и ночь. Я же говорю, очень сложный класс в плане стихии, то есть слишком много нужно контролить стихии. Вам обязательно нужны какие-нибудь банки на стихии, желательно большую банку, чтобы поднимать 2 стихии. Если вы в пати у вас элементалист, даже некоторым, не одному ему, а еще какому-то персонажу, чтобы подсаппорчивать ему, чтобы он еще больше урона наносил, если вы рассчитываете, что это ваш основной дамагер. Так, клинок зимы, атака опять дальность 2, лед и воздух. Дальность 2, пробой, лечение 2, дальность 2. Возьмем клинок зимы, то есть потенциальный пробой и подхил, это как бы... Почему бы и нет? И вместо... То есть это как бы суппорт-карта, да? Мы можем одну суппорт-карту на другую поменять. И желательно элементалисту сапоги на повышение базового движения. То есть у нас должны быть дэмэдж сверху, снизу и... по стандартному движению +1, либо желательно +2. Так, глаз буря, лечение 3, дальность 4, атака 2. Цели все враги, предел дальности 2 от фигурки, которую вы лечили. То есть, как бы... хилим, заодно вокруг него все дамажим. Ну, в принципе, хорошая карта. Но, опять же, ауешка одноразовая, то есть какого-то там танка захилить вокруг него, который окружен врагами. Неплохая история. Но, опять же, я ее не брал. Я брал вот эту штуку. Подобие. Атака 2, дальность 3. Отменить 2 стихии. Плюс 3 атаки, 2 цели, паралич смятения. И Доппельгангер. Выполнять действия атаки, если вы находитесь на клетке двойника. Доппельгангер очень крутая штука. То есть он позволяет вам универсальные вещи вытворять. У него очень много хп. Как для пета. Брал подобие. То есть подобие сильная карта, не поспорю. Кажется, что пет, да, одноразовая. Там, во-первых, ее можно будет восстановить, да, чем каким-нибудь суппортующим классом. Во-вторых, ну, очень универсальная, с разных позиций можно атаковать, менять позиции и так далее. То есть карта очень хорошая. Давайте возьмем ее вместо... Одиночный стан, может быть, убрать. Давайте уберем. Или что? Что тут убрать-то? Тут надо... Давайте вот это уберем пока. Опять усиление убрали, взяли подобие. Опять же, движение внизу такое. Атака месяц. Атака 2, дальность 3. Вместо убейте все цели, которые являются обычными врагами. То есть нам надо отменить ночь и отменить любую стихию. И
3 обычных врага отлетают. Неплохая карта, она не сгорает, да? Движение 3, ответный удар 1, цель 1, союзник на соседней клетке. Плюс 2, ответный удар, опять же, отменили 2 стихии. Ну, слишком много условий. Опять же, вот почему класс считается самым сложным. Мне кажется, это самый сложный класс в игре. Пока не вышло, может, дополнение, там что-то есть сложнее. Лечение 3, дальность 3, щит есть лечение дополнительное, есть фигурка, которую лечили, может вернуть на руку одну карту своей стопки сброс. Атака 3, дальность 3, плюс 2 атака, плюс 3 дальность, плюс отравление, плюс рана. Своевременное подкрепление, сильнейшая карта. Ну, одна из таких мощнейших карт пока что на данный момент у нас, потому что крутой суппорт сверху по действию, да, то есть можно зашитовать, можно подхилить дополнительно, можно дополнительно восстановить карту, или можно снизу очень много надамажить. Давайте уберем, знаете чего? Тут где-то был вот эту карту, да. Ледяные шипы. То есть у нас там есть... Там у нас одиночный выстрел, здесь у нас многоразовый выстрел. Снизу по дефолту 3-3, а тут у нас по дефолту 5-3, одноразовый с параличем, да? Ну, такое. Дальше. Уровень 8. Один раз за способность. Если вы используете стихии во время этой способности, можете нанести 1 урон одному врагу предела дальности 2 или выполнить действие лечения дальность 2. То есть дополнительные какие-то фишки каждый раз. Окей, лечение 3. Движение 3, прыжок, плюс 2 к движению рана на всех врагов, через которых вы переместились. Или паралич. То есть, опять же, требуется отмена 2 стихий. И там огонь любая, там лед любая. Здесь 2 опыта и дополнительные, как говорится, хорошее дополнение к вашим атакам. Здесь защита стихий, щит на себя. То есть можно щитануться на сколько? На 6 в перспективе. И лечение на себя. Я вообще брал, по-моему, защиту стихий. Карта для инициативы, да? Для инициативы брал защиту стихий. То есть базовая двойка. Это даже на 8 уровне неплохо. А под тем, что мы можем отменить и подшитоваться, закрыться, сильно. Здесь я не вижу ничего интересного. Абсолютно. Ну, не то, что не вижу ничего. Карта интересная. Не вижу того, насколько она сильно поможет нам вот в прохождении сценария. Да, верхнее действие крутое. Оно дополнительное. Единицу урона, то есть это чистый урон, скорее всего. Можете нанести 1 урон одному врагу, пределать дальности 2. То есть это чистый урон. Он не блочится. Это как урона там от раны. Это может быть решающим, кстати. Но, как говорится, я без него проходил. Если вы чувствуете, что вам урона не хватает, переменный расход классная карта, то есть вы всегда должны атаковать под стихиями какими-то, да, и получается, что тогда дополнительные действия, когда вы атакуете, будут происходить, то есть либо подхилить кого-то, либо задамажить на единичку. Ваше право. Брал защиту стихий, еще раз повторюсь, как защитную обилку. Допустим, вместо стан. Вместо чего? А вот вместо ничего пока что. Вот так вот. Вот так вот оставляем пока как есть. Воплощение эфира. 3, 3, 3, 2. Сфера маны. Выполните в любом порядке любые действия из списка. Ага. То есть атака 3, дальность 3, движение 3, добыча, лечение. То есть если у вас подняты все стихии, вы можете выполнить все снизу. Попробуйте поднять все стихии. Ну, попробуйте. То есть элементалист очень крутой в пати с магом. У мага есть карты, которые поднимают все стихии. Сплетущий чар, точнее, маг. Ну,
И тот маг. Плетущий чар, элементалист, они в пати прям супер синергия. Как говорится, otherwise тяжело. Тяжеловато что-то придумать. Вот вдвоем они прям рулят. Очень сильное взаимодействие, много стихий. Там и там. Там у плетущий, конечно, больше преобладает огонь. Плюс там есть заклинания на все стихии. Здесь как бы универсал такой, да. И еще атака 2, цели все враги в пределе дальности 3, плюс 1 атака проклятия, плюс 1 атака смятения. Сильно, да, лечение 4, дальность 4, ответный удар 2, щит 2. Ну, это прям мощное, бесконечное равновесие, это прям беру. Ауешка, да? Ауешка. И вместо какого, чего мы ставим? Вместо этого ауешки, давайте вместо вот этой карты просто. Палящий град. Поставим вот эту ауешку. И вот такое, да, вот так вот у нас. Знаю, надо будет еще проверять по балансу, что у нас тут везде отмены, да. У нас везде отмены. Здесь есть поднятие, здесь есть поднятие, есть поднятие. Есть поднятие, есть поднятие, есть поднятие. Нужно смотреть по отменам. Ну, типа, сбалансить. Чтобы было плюс-минус одинаковое количество поднятий стихий на картах и отмен. Потому что если одно будет предовладать над другим, будет очень тяжело реализовать. По торговцу, да, обязательно я брал, мне кажется, ключевая история, потому что очень много карт с нижним уроном. Как хватает карт с нижним уроном, я брал вот этот удобные башмаки и в сапоги быстрого... Не-не-не. Сапоги безмятежности. Да, наша цель, как говорится. Поначалу удобные башмаки не будут доступны. То есть можно взять любые. Можно взять на плюс движение. Можно взять... Ну, опять же, поначалу. Каким вы по счету этот класс откроете, неизвестно. Если вы откроете ее в начале, то есть там, другие какие-то возьмете ботиночки. Если вы откроете в конце, может вы уже... Ближе к концу, может, у вас уже безмятежность будет. То есть отдеваете ему безмятежность, он по дефолту будет ходить на 4. И это, как говорится, то, что вам нужно. По оружию. По оружию. Здесь есть такая штука, как называется... Сейчас. Где-то тут посох стихий, как этот... Посох Зорна это по сценарию можно найти, в принципе, тоже хорошая штука. Время дальней атаки добавьте эффекты отравления с петелья ко всем атакам текущей способности. Это очень сильная штука. Вот, посох превосходства. Во время вашей дальней атаки используйте, чтобы добавить ко всем атакам текущей способности. Вот посох превосходства очень сильная штука. Пронзающий лук, понятно, крутая штука. Что еще может быть? Ну, жезлы. Можно жезлы, если вам не хватает, да? Если вам не хватает жезлы. Можно. Что еще можно? В принципе, так-то и все. Вот посох превосходства. Ну, поначалу вам лук будет доступен, да? Если вы, опять же, в начале будете с элементалистом. Ну, вот сетку можно взять, если прям вообще нечего взять. То есть, такое. Доспех, опять же, накидка невидимости. Плащ-невидимка одна из лучших штук на дамагера. Потом броня клепаная. Мантия воплощения. Тоже выбор. Теневой доспех. Один раз защититься, тоже выбор. Шлем. Если мы, как говорится, основной дамагер. Очки орлиного взора. Можно шлем ястреба. Ну, можно даже вот эти линзы, они еще сильнее, чем шлем ястреба, да. Можно талисман вдохновения. Можно вот подвески всякие разные, но это уже больше late game. Можно ожерелье. Ну, очки орлиного взора, наш, как говорится, если мы дамагер, очки орлиного взора. Дальше.
По consumable обязательно большое зелье маны. Обязательно. Нужно до него дойти. Сначала маленькое, потом большое. Зелье выносливости. Зелье силы, зелье маны, зелье выносливости, зелье лечения. Это вот ваши 4 как бы слота уже. Плюс там можно еще что-нибудь добавить. Можно какого-то пета, можно что угодно. Можно дефовую какую-то штуку, типа серьга, кольцо и так далее. Можно свиток. То есть можно плетеное кольцо. Вот вы как раз у вас будет 2 стихии, когда-то будете поднимать. Если вы найдете такое по сценарию плетеное кольцо, да. То есть можно и похилиться разок на 25. А так я вообще предпочитаю. Что говорю? Вот эти 4 плюс все, что останется. Так, и по перкам. Опять же минуса. Поначалу поехали, убрали минуса. Так. Заменили 0 на плюс 2. И поехали добавлять стихии. Бам, 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 бам. Поехали заменять. Бам, бам, стихии все, да? И вот эту рану тоже хорошо. Вот, поехали, все стихии добавили. И мы увидите, в чем прикол. Очень важно иметь большой уровень и много перков. Смотрите, сколько мы еще дополнительных стихий подняли. И 0 убрали. То есть у нас 2 отрицательные карты всего. 2 перка отрицательных. Сколько? Даже плюс 0. Как бы это плюс 0, да, но 4 каждой стихии это прям супер важно и очень важно. Поэтому в ранних стадиях игры он не сильный будет, товарищ. А вот как после вот этих перков на стихии ваш, как говорится, потенциал раскроется. Вот такой вот у нас товарищ, да. Такой у нас товарищ маг-элементалист. Поехали на Хантера нашего местного обрекающего. Делаем. Хантер. У него он немножко потолще, чем элементалист. У него побольше хп. Смотрим, сколько у него. У него 12 карт из 15. Очень много карт. Это очень круто, на самом деле. Давайте сделаем вот так вот. И поехали смотреть каждую из них. Град стрел. В следующих 4 случаях, когда обреченный враг, то есть механика обреченного врага, то есть это метка, по сути метка охотника. В следующих 4 случаях, когда обреченный враг умирает, выполняет действие 2 атака, дальность 5. Рок. Пометьте одного врага, он будет обречен. Добавьте плюс 2 ко всем вашим атакам, нацелим на этого врага. Берем. То есть верхнее действие классное, нижняя метка хорошая. Тугая петля. Создайте поврежденную ловушку, 4 урона с эффектом оглушения с средней пустой клетки. Получите, когда эта ловушка сработает. Все показатели атаки, движения и дальности этого врага уменьшаются на единицу. Ну, это... Знаете, против кого классно? Это против какого-нибудь босса, которого много всего. И это как прям сильный дебаф на него, да? Это вот если дебафнуть босса, вот можно на ласт босса, ну как на ласт босса компании, вот это вот на Глум или как его называют, по-моему, да? Тень, вот эту вот. Можно на него, в принципе, этот рок кинуть, он будет меньше бегать, меньше бить. Хороший дебаф. В основном на обычном подземелье оно вам не понадобится. То есть у вас будет в подземелье куча врагов. На какого-то одного кидать это, ну такое, как говорится. Можно что-то и получше придумать. Смотрим дальше. Пикирующий полет. Ястреба призываем. 3 статы.
у него везде. Ближняя атака летает, да, то есть важно. То есть он может проходить через ловушки, стены и так далее. Смотрим метку. В тот момент, когда этот враг умрет, передвиньте на клетку, которой он умер, игнорируя все... Интересная карта. Призываем пета. Плюс есть возможность переместиться туда. Пока что скипнем. Есть что-то еще. Призыв боевой вепрь. 7, 3, 1. Хорошая карта, если бы метка была чуть-чуть получше, да? Пет очень крутой, на самом деле, очень хорошо. То есть танк пет. Много хп, много движения, как для пета. Единичка атаки. В тот момент, когда этот враг умрет, выполнит действие лечения на себя. Если получше была метка, прям супер. Загнать до смерти. Атака 5, дальность 5. Этот враг получит 2 урона в течение каждого. Это охренительная метка. В чем плане? Потому что... в каком плане? Так сказал. Потому что 2 чистых урона это очень много. Это очень много. Есть по единичке там у того же... Вот мы смотрели элементалиста, да, который дополнительно плюс 1 урона у него действие есть. Есть на первом уровне у... Который этот... земляной товарищ. Забыл его, как его называют. Сейчас, секундочку. Как этого товарища называют? Вот Пустотелого, да? У Пустотелого есть по единичка чистого урона, да? Тоже неплохо. А вот 2 на первом уровне чистого урона это прям много. Так что берем. Атака 4, дальность 3, цели 2. Все союзники 2 плюс 1 ко всем своим атакам нацелены на этого врага однозначно. Однозначно берем. Взрыв. Создайте одну ловушку, повреждающую 3 урона в средней пустой клетке. Все враги на соседних с ней клетках получают по 2 урона. Но это это какое-то супер должно быть условие. То есть просто так, чтобы вокруг него еще получили все по 2 урона, тяжело. Очень тяжело реализовать. Это нужно как-то специально толкать, притягивать, как-то сетапить. Да. Поэтому тяжело. В тот момент, когда этот враг умрет, все враги на соседних клетках, которые он получил. А вот вот это действие прям ради его можно эту карту смело брать. Ради нижней метки прям супер имба. На 3 урона по всем на первом уровне. Почему бы и нет? В следующих 3 случаях, когда обреченный враг умирает в пределах дальности 2 других врагов, выбирайте одну из них цели способности атрибутом рок, вместо того, чтобы сбрасывать ее. То есть можно перекидывать метки, да? Интересно. В тот момент, когда этот враг умрет, заставьте всех ровно клетки соседних, которые умер, выполнить движение 1. Ну, такое. Первое действие классное, интересное. То есть метка, чтобы не спадала. Мы ее перекидываем. Это нижнее действие слабо. Пока что идем дальше. Капкан. Создайте одну поврежденную ловушку. 2 урона. Паралич. Понятно. Паралич. Ясно. Резной лук. Просто 3, 5, 4, да. Добыча. Движение 2, лечение 2 на себя. Там будет потом карта лучше. Атака 2, дальность 4, 2 плюс 2 атаки. Получите, если цель обречена. То есть хорошая инициатива. Берем. То есть это 4 по дефолту. На первом уровне. 4 это прям мощно. Ответный удар 3. Ответный удар 3. Дальность 4. Рок. Каждый раз, когда этот враг получает урон, выполняет действие лечения на себя. Если вы в пати вместе с кем-то, то есть на 2 человека, у вас группа, сильная карта, сильная метка. Если, опять же, чем больше людей, тем эта метка слабее. То есть, когда вас 2, да, это сильно. Когда 4, слабенько. Потому что у вас должен быть тот, кто хоть как-то подхилит вас. Призыв злобный шквал. Ответный удар 1, рано, да? 5, 2, 1. Все признанные союзники добавляют плюс 2 ко всем своим атакам, нацелены на этого врага. Эта карта классно синергирует с призывающей,
повелителем зверей. Вот это прям метка вот туда. То есть, видите, опять класс универсал. Вроде бы кажется, Хантер, что там может быть универсального, но, опять же, есть ловушки, есть петы, есть вот такая штука, которая синергирует с призванными союзниками, которые будут прям душить. Это прям сильно. Если, опять же, у вас в пати куча людей, там, призывающие, там, повелитель зверей, допустим, вы, и кто-нибудь еще, допустим, воспевающая, да, то есть у вас куча суммонов, там, бафает воспевающая вас, вы там этих петы вас просто там разрывают. Вот такой сетап тоже может быть. Так, и свежая добыча. Атака 2, дальность 4, 2 плюс 2, и получите. Цели до этого не было урона. Движение 3, прыжок. Ну, прыжок это на первом уровне, это прям супер имба. Так, поехали. Сколько у нас карт? Еще 5 осталось. Смотрим. Давайте вепря. Давайте нам... В принципе, вот эта карта... В принципе, да, имеет место быть. Здесь движение 2, лечение 2, добыча, черт с ней, как говорится. Можно поставить одну ловушку какую-то. Давайте вот эту ловушку. И еще 2 карты у нас. Здесь опять же специфическая история. Здесь метка, которая перекидывается. Окей, ястреб. И... Окей, ну взяли дебаф, допустим, да? Взяли мы дебаф. Поехали дальше. Слишком много карт на первом уровне, да? То есть... Поехали дальше. Разоблачение. Каждый ход, когда вы получаете преимущество в одной атаке, нацеленное обреченного... каждый ход вы получаете преимущество одной атаки. Угу. Все враги героя состояния больше не могут получать это состояние. То есть он палит невидимость. Интересная штука, да. Вы со всеми союзниками добавляете эффект пробой ко всем вашим атакам, целя на этого врага. То есть вот это сильная метка. Прям серьезная. Атака 2, дальность 5, цели 2. В этом раунде 2 плюс 2 ко всем атакам. Ну, прям, я не знаю. Я не могу не скипать вот эту вот... Не могу, точнее, скипать эту карту. Ну, слишком сильная карта внизу и вверху прямо ауешка. Ну, то, что надо. Да, эта метка крутая, с пробоем, но я думаю, мы найдем еще людей, которые будут пробивать. И заменяем эту карту на... Ну да, тут где-то было. Стоп. Где-то я тут что-то... На дебаф вот этот вот, да, на тугая петля. Поехали дальше. Атака 3, цели все враги в пределах дальности 3. Получите... Ну, это ауешка на 3-м уровне, то есть... 3 по дефолту, можно 4. В тот момент, когда этот враг умрет, выполните действие. Атака 2, дальность 3. Цели 3. Ну, такое. У нас есть карта, которая... Один раз, когда враг умирает, мы 4 раза можем выстрелить, а тут один раз. Зачем нам один раз, если у нас есть 4? Атака 2, дальность 4, опять же, дефолтная, добавьте плюс 3. Там плюс 2, здесь плюс 3. И ответный удар 2, дальность 2. Темные небеса, однозначно, ауешка, must have. Must have. Можно вместо хила в теории взять. Вместо... Да. У нас уже на 3-м уровне. Там будет потом хорошая карта с хилом, потом другую возьмем. Поехали. Тут сейчас будет карта с хорошим. Добычи 2 нет. Вы со всеми союзниками получите преимущество. Так, это на карта вот на босса какого-то, да?
Это прям хорошая карта на босса. Создайте одну повреждающую ловушку. Угу, движение 5 прыжок. Типа, ну, ради движения 5 прыжок брать эту карту, ну, такое. Вот здесь прям метка серьезная, да, то есть вы никогда не промажете. Это прям нужно. Мне кажется, эта карта нужнее. И пока ее не ставим. То есть вы ставите ее только на карты, на... Карты, говорю. На сценарии с боссами. Вот с боссами вы ставите ее, преимущество, пометили босса и шмаляете по нему. Это прям сильно. Дальше. Неизбежность. У вас может быть одновременно две способности, которых выбирать одну и ту же цель. Третью способность, то будет сброс, да? Отметьте любого обычного или мощного врага, он становится обреченным. Следующих 3 ходов сдвигайте жетон на этой карте. Когда жетон сдвинется 3 раза, убейте цель и сбросьте эту карту. То есть убить можно мощного врага через 3 хода. То есть, как бы, проклятие кидаем, да, проклятие рока. Своеобразное, как по World of Warcraft'овски. Либо 2 метки. То есть, здесь у нас один призванный союзник на соседней клетке выполняет. Да. Ну, как говорится, здесь у нас карта для петов. Если мы играем в петов, то это наша карта. Если мы играем в Хантера, то мы играем вот в эту карту. И заменяем ее, допустим, на... Ястреб или ястреб оставлять, или танк. Давай ястреба уберем. Пока мисс. Ставим ее вот эту вот пока что. Уровень 6. Гигантская жаба. Вот это прям сильно. Это можно вместо вепря уже ставить. В тот момент, когда этот враг умрет, вы со всем стенкой по действию плюс 2. То есть... Один раз на плюс 2 похилились. Жаба. Вот это сильнее жаба, чем вепрь, который просто... Ну, здесь он, конечно, ходит быстрее. Единственное, у него плюс, да? Но жаба станет. Это как бы важно. Атака 3, дальность 5, невидимость. Движение 3, невидимость. Ну, жаба жабой, а маскировка... Хант без маскировки, как считаешь, что он без лука. Маскировка must have, да? И тогда мы меняем... Можно какой-то вот этот вот трюк, по идее, да? Один из... Вот, допустим, резной лук убрать. Где он? Маскировка, да? То есть у нас был 3-5, а здесь 3-5 с невидимостью. Окей. Движение с невидимостью. Дальше. Уровень 7. Атака 4, дальность 4. Убейте цель и получите, если после атаки или ОЗ. Это прям супер сильная карта. Убить какого-нибудь призрака с кучей брони, если у него осталось 2 хп, это прям омега погерс карта. В этом раунде добавляйте плюс 3. Ну, очень сильно. Движение 3, атака... Движение 4, атака 3. Все враги на соседних клетках. Ну, в мили вы не пойдете, сразу я вам скажу. Если бы это было там у какого-то другого персонажа, любого танка, там, воина, этого брута, варвара, это прям имба карта. Для того же брута, для того же варвара, для того же хранящей солнце, интенданта, ну, у любого милишника, роги, по барабану. А для ханта, ну, такое. Вы со всеми союзниками проклятия. Я не умею проклинать, мне никогда не везет, поэтому... Если вам везет на проклятие, ваш выбор. Поэтому неминуемый конец, да? И у нас здесь вот такая вот есть карта. Есть карта... Мы просто можем поменять жестокое нападение на неминуемый конец. Здесь там было плюс 2, здесь плюс 3. Здесь там ауешка. Ну, на ауешке у нас и так появились, да. Поэтому меняем одну на другую на эту. Атака 6 толкнуть 5, дальность 5 и толкнуть 3.
Одноразовая. Мгм. И если этот враг умрет в пределах дальности, 2 от других врагов выберите одного из них целью этой и любых других способностей атрибутом рок, вместо того, чтобы сбрасывать их. То есть, опять же, перекидываем метку. Движение 2, атака 3, добыча 1, движение 3. Вот это прям сильно. Вот эта карта сильная. Животные инстинкты рекомендую. Очень часто выручает. Можно вместо капкана. Вместо капкана, да? Если бы как вам нужны ловушки, пожалуйста. Я без них как-то справился. Может быть, на плюс 3 нам нужны будут ловушки. Там с параличем, станом. Нам нужен будет дополнительный контроль. Может быть, нужное будет. Пока, я говорю, на сложности плюс 2 мне хватало. Вот так вот. Это прям сильная карта. И 9 уровень, призыв Плюющийся Кобра. Отравление, прям сильный пэт. Дальность 3 атака. ХП достаточно неплохо. Много урона. Отравление имба. 5 хп. Движение 3. Все по красоте. Вы со всеми союзниками добавляете плюс X ко всем вашим атакам цели на этого врага. X разница между дальностью атаки и количеством клеток до этого врага. То есть это такая метка, типа, рассчитанная на то, что у вас в пати, допустим, один танк и 3 рейнджевика каких-нибудь, которые могут дамажить, да, то есть на большом расстоянии. Чем дальше вы будете атаковать там по боссу, опять же, какому-нибудь, либо по врагу, то тем сильнее вы задамажите. И атака 4, дальность 6. Заставьте цель передвинуться на 3 клетки или меньше по направлению к ближайшей клетке. Соедините с одним из ваших союзников. Движение 3. Уберите с текущего обреченного врага ваш жетон персонажа. Выберите цели всех действующих способностей с атрибутом рок одного другого врага в пределах дальности 4 от вас. Ну, не знаю. Карты все... Вот эта карта прям хорошая, да? Но заставлять это все прикольно. 4-6, все не скидывается. Но я предпочитаю вот эту кобру, которая травит и плюется. Это прям больно. Это прям больно-больно. Это прям может порешать. 3 урона. И перманентное отравление это то, от чего вы страдаете, да, когда вы выходите против слизнюков, которые каждый ход вас травят, и вы проклинаете все на свете, думаете, как это вообще с ними вообще драться, когда у них там еще и щиты есть у элиток, и хреново туча здоровья, и они отравят каждый ход, думаете, что вам делать, как вам вообще выжить? Ну, теперь у вас есть такая штука, которая каждый ход травит, поэтому давайте ее возьмем и поменяем. Допустим, на что? Ловкий трюк. Ловкий трюк может быть убран. Ловкий трюк, большая инициатива, да, у нас. Хотя у нас есть 9, 11. Ну, давайте пока ловкий трюк. Вот так вот сейчас я посмотрю, что по движению. По движению у нас есть карты вообще? Нету. Раз. 2, 3. Маловато. Нам нужна еще одна карта с движением. Нам нужна еще одна карта с движением, да? Ловкий трюк желательно оставить. Ловкий трюк желательно оставить. Тогда что нам нужно будет убрать? Это прям все хорошие карты. Ну, пета, наверное, убираем, да? Пета убираем. Кабана. У нас кабана меняем на жабу, и все. Вот мы решили вопрос. Кабана поменяли на жабу. Точнее, на кобру. Вот мы с одним петом. У нас будет один пет. У нас есть стелс. У нас есть самохил какой-то, да? У нас есть даже добыча. В теории. У нас есть ауешки. У нас есть прыжок. То есть... Все, что нам надо. Ботинки на плюс движению.
Обязательно. Нужно... Хантом надо далеко ходить. Опять же, очки орлиного взора. Шлем ястреба. Защитный амулет. Там есть дефовые какие-то, если вам, как говорится, не досталось одной из пар, одна из пар очков и так далее. Грудак, опять же, можно клепанная, можно латы нет, можно теневой, можно невидимку, воплощения у нас стихии нету. Что еще? Пока все. Накидка с карманами можно даже в теории. Ну, лучше, конечно, невидимка, теневой. Можно плащ-телепорт даже вот, на всякий случай. Тоже интересная штука. Здесь. Здесь, понятно, пронзающий лук. Пронзающий лук. Дальше можно сетку. Если нужно притянуть цепь. Можно посох Зорна. Динамит это жестко. Можно зажигательную бомбу вместе с... зажигательная бомба, проблема, что она одноразовая, да, вместе со щитом. Зажигательная бомба крутая карта, но она одноразовая. То есть... Лук. Лук, сетка. Посох, Зорна. Бомба. Пока что вот так. У нас особо вариантов я так не вижу. Больше. Может, у меня, конечно, не все открыто. Ну и здесь. Выносливость, сила. ХП. Здесь можно, опять же, дефовую какую-то штуку еще взять. Если есть стальное. Серега, свиток. Можно пыль обречения, если она у вас открыта. Можно кадила, что угодно. Я говорю, приоритет вот 4. Раз, два, три. Можно еще и маленькие поставить. Серега. Хорошо, то есть... Любое то, что помогает, любое утилити, кроме банок, берите. То есть пета можно, если у вас есть сокол, там есть кольцо череп на скелета, да. Поехали, перки смотрим. Минуса, как обычно, да. С нули убрали, +1 у нас опять нулей нету. Нулей у нас нету. Добавили рану. Раз. Добавили +1 паралич. 2. Добавили отравление. 3. Добавили смятение. +2. Одну. Точнее, после минусов... Неправильно я говорю. После минусов негативные эффекты сценария. Потом заменили нули на единицы, потом уже добавляем вот эти. То есть порядок такой. Минуса, сценарий, 0 на +1, потом вот эти вот плюсы. Ну и потом вот эти вот. Поехали вот так вот. Потом добавим стан и добавим цель. Добавим цель в самом конце. Вот так вот. Вот у нас Хантер получился такой вот. Товарищ Хунтер. Классный персонаж, очень нравится. То есть у вас есть пет, который постоянно травит. У вас есть АОЕшки, у вас есть стелс, у вас есть подхил. У вас есть метки, которые позволяют наносить огромное количество урона всем союзникам. У вас есть метки, которые наносят чистый урон. У вас есть на крайний случай ловушки, если вам они нужны. То есть большой арсенал у него, на самом деле. Классный персонаж. Один из моих любимых.
Поэтому рекомендую за них играть, открывать. Рекомендую вообще Gloomhaven, очень крутая игра. Она, понятно, что не такая простая, как тот же, мне кажется, Divinity. В каком-то плане Divinity. Хотя, если на максималках играть, Divinity тоже сложно. Но здесь, как бы, вроде бы попроще в плане того, что меньше разнообразия, да, но сама игра, она такая более стратегическая, тебе более просчитать надо, что делать. У тебя ограниченные ресурсы, так как да, в тех играх, как у Baldur's Gate, Divinity, они не ограниченные в плане того, что у тебя особо нету в зависимости от ресурсов. У тебя она есть, как бы, но они уходят в кулдаун, да, то есть ты можешь подсчитать кулдауны и распределить свои скиллы и так далее. А здесь ты просто, у тебя кончаются карты, и все, ты проиграл. То есть здесь сложнее, мне кажется, как. Вот такой вот обзор у нас, да. Осталось призывающее, потом ее сделаем. В мае выходит аддон, дополнение, пока 17 числа, 17 мая. Тем, кто любит Gloomhaven, не забудьте, 17 числа будем, начнем как раз стримы по Gloomhaven с выходом нового дополнения. То есть это, сколько это у нас? 7, ну, чуть больше 3 недель. До тех пор заходите на Twitch, Трова, подписывайтесь на YouTube, там обзорчики на музыку, делаем реакции. На Твиче сейчас стримим, сейчас будет первый сезон через неделю Ладдера, Diablo 2. Будет классно, мне кажется. Потому что много улучшений, много изменений. А так, Hearthstone у нас, Taken, Divinity, вот мы с другом играем в PUBG, всякие такие вот, как говорится, миксовочки. Миксовочки у нас. Варите, как говорится. Вот так. Всем от себя, как обычно, добра, хорошего настроения, здоровья, мирного неба. Что еще? Подписывайтесь на канал. YouTube, Twitch, Instagram, Telegram, Трова. Все ссылочки в описании. До скорых встреч. С вами был Даниок. Немножко, конечно, большое видео про 2 класса, но так как есть. Пока.